Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня буду делать макарон на итальянской меренге, и начинка у меня будет соленая карамель с черничным ганашем. И так как начинке нужно, чтобы оно стабилизировалось, начнем с начинки. И начинка соленая карамель, для этого понадобится, тут у меня идет соль морская, сливки 33%, масло 82%, а обязательно не ниже, сахар, тут у меня желатин листовой идет, тут 180 грамм, и холодная вода для того, чтобы замочить желатин. И первым делом будем делать сухую карамель, то есть кастрюлю с толстым дном, отправляем сахар и топим, вот это и есть сухая карамель. А одновременно ставим на плиту сливки с солью, чтобы довести до кипения. В тот момент, когда полностью сахар, то есть карамель наша будет готова, чтобы соль со сливками уже вскипели. И сахар топим на медленном огне, чтобы не сгорел. Все, друзья, сахар, видите, уже какого карамельного цвета, если много тоже не надо коптить, то у нас будет горько. И сливки у меня уже вскипели. Теперь нужно будет сюда ввести кипяченые сливки, но надо быть осторожными, потому что будет очень бурная реакция и можете, я уже просто иногда беру от этого, просто обжечься. Поэтому пока можно даже выключить. Будьте осторожны. Все, друзья, карамель наша готова. Теперь сюда сразу отправляем набухший желатин. И, друзья, я перелью другую емкость, соответственно, чтобы и быстрее остыло. И потом, как только остынет до 35 градусов, вводим холодное сливочное масло. Поэтому масло убираем пока в холодильник, пока мы делаем нашу карамель. Видите, ничего не пригорело. Все. Приготовили правильно. Теперь оставляем массу остыть до 35 градусов. И сразу скажу, что эта карамель такая универсальная начинка, что если для макарон надо будет желатин добавить, чтобы оно было стабильно содержать, а если вы хотите его в начинке как соленая карамель для сникерса, то желатин можете упустить. Все, друзья, карамель моя остыла, вот она уже какая плотная стала. Теперь сюда добавляем холодное сливочное масло. И теперь уже окончательно все это пробьем блендером. Я просто лопаткой маленько размягчил в самом карамели масло. Все, друзья, наша карамель соленая готова. Теперь оставляем уже для полной стабилизации и займемся самими крышечками. О, смотрите, какая карамель получается. Все. Отправляю на стабилизацию. Все, друзья, пока карамель моя стабилизируется, приготовим крышечки. И тут у меня уже миндальная мука и сахарная пудра просеянная 3 раза, сахар, вода, соль и лимонная кислота.
и 2 яичных белка, которые пойдут на саму меренгу и на марципан. И здесь у меня окрашен идет спирулина синяя, натуральный краситель. Вот так вот выглядит. Название, к сожалению, не знаю, потому что это продается вот в таких баночках. Так, и только знаю, миндальная мука у меня тут идет 1. И саму миндальную муку и все ингредиенты покупаю в магазине Купи Фисташки, и ссылку я оставлю под описанием. Сейчас расскажу. Принцип у меня уже одно видео есть. Сейчас просто расскажу вкратце, что делать. То есть здесь я буду варить сироп, и как у меня достигнет 100. Тут уже надо уже по мощности своего миксера смотреть, как у меня, когда доходит до 114 градусов, я включаю меренгу, белок взбиваться. И оно должно получаться не в плотные такие пики взбиться, а просто чтобы жидкая часть полностью перешла в пенное состояние. И как будет 118 градусов, я отключаю и уже по стенке чаши буду заливать тонкой струйкой в сам сироп, в белок. И замерять я в тот раз показывал, буду таким щуповым термометром, а вот таким пирометром я потом буду уже замерять температуру меренги. И меренга где-то 31-32 градуса. Вот этим не мерьте никогда сам сироп, потому что он врет. Он просто поверхность замеряет, и то, что у вас будет на дне, у вас потом это все сгорит. Поэтому меряем до 118, то есть варим до 118 градусов и переливаем в белок. Сейчас я просто все включаю, и то, что у меня индукция, будет шумно и плохо слышно, что я буду говорить. Поэтому я сейчас расскажу, и дальше уже смотрите действия. Все, друзья, 32 градуса. Видите, она все еще такая пластичная, потому что сюда в разные стороны двигая, она, видите, туда-сюда как бы с неохотой двигается. Теперь тут уже максимально отбиваем с венчика белок. И смотрите, когда замешиваете марципан, и у вас получается, видите, такая плотная, как пластилин, значит, у вас хорошая миндальная мука. Если она только у вас размажется квашней, значит, у вас либо жирная мука, либо получается идет сырая. Сырую можно, если подсушить, то жирную вы уже ничего не сделаете. Теперь сюда берем где-то 1/3. И да, когда будете марципан размешивать, прям с усилением, чтобы у вас не остались сухих проблесен, чтобы все хорошо размешалось. Так, сюда где-то добавляем 1/3 меренги. Вот здесь сейчас размешиваем, прям не жалея, просто чтобы маленько облегчить саму марципановую массу. То есть прям хорошо размешиваем. Все, друзья, размешали. И когда мешаете, прям хорошо, вот в этот момент не жалейте, прям хорошо со дна шкребайте, чтобы все перемешать. Теперь остаток добавляем. Здесь уже нужно будет как бы и уверенно, но уже с осторожностью размешивать. И размешиваем до того состояния, как у вас белесых вот этих прожарили не будет. Все, на этом останавливаемся. Прожилин нету, больше я не размешиваю. И тут у меня уже насадка 0,8 миллиметров.
буду отсаживать, как обычно, на тефлоне. Еще немножко отобью и маленько присыпкой. И все, друзья, теперь оставляю в прохладное место минут на 20 на просушку. И как первая партия будет готова, покажу, какие они получаются. Ну что, друзья, первая партия у меня готова. Вторую я поставил в духовку и расскажу вкратце. То есть у меня пока сушили, духовка уже была включена на 145 градусов. Тут тоже смотрите по специфике своей духовки. 145 градусов, и у меня выпекается 20 минут. У кого как. Вот у меня 20 минут. И проверяем, как обычно. Берем за шапочку, дергаем. Если она стоит мертво, все вытаскиваем. Если чувствуете, что еще ходуном, значит еще минутки 2-3 подождите. Сейчас буду от тефлона снимать. Вот такая вот крышечка. Вот она верхняя. Видите? Тут немножко то, что я не сильно стучал. И здесь у меня просто уже тефлон такой подуставший, надо уже менять. Сейчас все сниму и покажу, какой там разлом. И вот я сфокусирует. Вот какой получается. Маленько, чтобы совпала крышечка. Видите? Вот я говорю, что от меня тефлон уже надо менять. Вот такие вот. Тут уже свет плохой, но видите, он какой глянцевый. Мука прям отличная. И видите. И сейчас покажу, какой внутренний мир. Самая интересная часть. Видите? Какое мясо. Никаких пустот. Сейчас еще раз покажу. Видите, я даже ничего не придавливаю, как есть. Мини-хлебец, так сказать. Все. Теперь буду. Они еще маленько чуть теплые. Сейчас я подберу одинаковые крышечки. Они маленько подостынут. И покажу, как я начиняю соленой карамелью и сам фруктовый ганаш. Что, друзья, крышечки мои остыли. Одна партия еще остывает, уже вытащил. И вот моя соленая карамель уже стабилизировалась. Хочу я сегодня попробовать насадку. У меня вот такая закрытая звезда будет 2D. И вот сейчас сама начинка у меня будет. Это у меня, ой, господи, черника. Да, хотел убедиться, посмотрел на упаковку пюрешки, что это черника. То есть как я его приготовил. Это у меня пюре черники, пектин NH, это я вчера приготовил. Пектин NH, сахар и песок и немножко лимонной кислоты. Просто я вчера сделал, чтобы сегодня, чтобы время не терять. Все. И сейчас буду колечком отсаживать карамель, и посерединке в колодце будет моя черника.
красота получается. Все, теперь собираю и на окончательную стабилизацию. Ну и все, друзья. Пока вот первая партия вот так у меня вышла. Все, теперь оставлю в холодильнике на пару часов стабилизироваться. И потом уже можно в заморозку. Вот такой вот таким вот, так сказать, рецепт макаронами хотел вам сегодня поделиться, показать и какой получается результат. Так что пробуйте, экспериментируйте. Ссылку на ингредиенты будет в описании под видео в магазин «Купи фисташки». А я желаю всем хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.